Вы считаете престижным женщину в армии? Как Нет, человек военный, я вас не, спрашиваю, как военного человека. не считаю. Я считаю, что женщина должна иметь свободу располагать собой так, как она хочет. Хочет идти в армию, пусть, пожалуйста. Но я категорический противник мобилизации женщин в Украине. Ну, вообще, конечно, выглядит как какое-то позорище, и девчонка там в полицейской карете говорит, ну, все, на ноль меня, там вот это. Ну, понятно, что... Ну, ты попробуй потом отбейся от этой бюрократии, да, на которую мы же подсыпали. уже знаем, что закона нет, и надо только через суд это делать. А это длинная история. Еще неизвестно, как судьи будут судить. Хотя надо отдать должное. Очень многие судьи в вопросах незаконной мобилизации занимали сторону защиты граждан. Мы видели такие случаи. Помните полтавский судья, который разматывал всех этих мобилизующих? Луцкий. Судья Луцкий, да, в суде. Ну, вот и будем надеяться, что и дела по мобилизации женщин там, или по внесению их в реестр они будут рассматривать быстро, без проволочек и в пользу женщин. А как это остановить? Ну вот Это нельзя. смотрите, нет, ну, давайте, может, обдумаем, какой-то рецепт предложим, потому что, смотрите, одно дело говорить там, вот, надо менять проектность, курс, это мне так нравится, знаете, когда вот эти люди, они ж ничего не могут поменять, они не могут поменять элементарного хамского обращения с собой, понимаете? Как это общество может на это повлиять и изменить? Мы видим, что просто все уперлось с этой мобилизацией, и дальше проваливается все ниже и ниже. Но мужчины поменять это не могут. На женщин осталась последняя надежда. Женщины сбунтуются, то мало не покажется. Но взбунтуются ли, это большой вопрос. Опять же, выработать женскую солидарность на этом вопросе очень сложно. Может быть, сложится ситуация, когда, наоборот, одни женщины будут с удовольствием мстить другим женщинам и затягивать их в эти сети. Поэтому это очень большой вопрос. Если еще на этой теме нас рассудят, то тогда основы общественной солидарности будут подорваны полностью. Это будет уже общество войны всех против всех. Ну, что-то уже похожее происходит на улицах, в телеэфирах. Депутаты рассказывают страшные вещи. Вот Ну, вышла депутатка Яцек про Харьков тот же, откуда эту девчонку там повезли, да, вот про Харьков. Нормальная такая історія. Нещодавно ми розглядали випадок, коли в Харківському ТЦК після розпиття алкогольних напоїв полковник, там хтось зі служби оповіщення і кілька рекрутерів поїхали мобілізувати якихось там наркоторговців, бо у них були кошти. І так мобілізували їх, що постріляли, завдали тілесних ушкоджень і зараз перебувають під вартою. Зараз розслідується кримінальна справа. Тобто факти вимагання, незаконного проникнення до житла, завдання тілесних ушкоджень. Таких випадків дуже багато. Багато випадків зловживань з реєстрами, багато випадків підробки документів, підроблення. Випадки не поодинокі. Тобто ви не вважаєте, що це якісь поодинокі випадки? Ви вважаєте, Не що це поодинокі, це системна історія? То есть мы пришли к тому, что депутаты нам указывают, это система. Но с системой получается, если уже депутаты, ну так почему они ничего не могут сделать? Если там люди ничего не могут сделать, а депутаты ничего не делают. потому что роль парламента растоптана в этой стране. Давайте сделаем 2 шага назад и посмотрим, как мы вообще дошли до этой жизни. Я это уже миллион раз говорил, мы с вами говорили, повторим еще раз. Это истина, не тускнеющая от повторения. Согласно закону о мобилизации, военные вообще не должны проводить мобилизацию. Это они законом не должны ее проводить. Военные занимаются мобилизованным с того момента, когда его доставили в ТЦК, и за ним закрылись двери. Организация мобилизации, планирование мобилизации, осуществление мобилизации – это все президент, Кабмин, местные органы власти. И даже на работодателя это возложено. Оповещение граждан и так далее, и так далее. Когда в начале войны я присутствовал на совещании, где это решили возложить на военных. Я категорически против выступил и очень конкретно поскандалил. Я сказал еще тогда, когда с Фейгином я вел эфир, и когда это все было еще в начале духоподъемно, что это колоссальная ошибка, это хуже, чем преступление, потому что люди начнут бояться, народ начнет бояться людей в форме своей армии. Он с восторгом приветствовал в начале войны, он видел защитников, да, это норма, когда военных любят своей страны, а когда их начнут бояться, это катастрофа для государственности как таковая. Тем не менее, это сделали, и сделали это специально. Ермак с Зеленским приняли совершенно осознанное решение возложить все тяготы мобилизации на военных, чтобы военные оказались виноваты. Они уже тогда, когда заводили уголовное дело на Залужного на 4-й день войны, на других генералов, и с этим решением о мобилизации
они создавали ситуацию, когда политическая ответственность за мобилизацию уйдет на военных. Это было целиком осознанное решение, политтехнологическое. И коррупция уйдет в сторону военных, и общественное негодование уйдет на военных. Почему? Потому что они создавали инструмент, которым можно шантажировать военных потом. Они понимали, что на войне вырастет очень много военных политиков или военных, жаждущих политику. Они будут представлять реальную конкуренцию и размыть вообще имидж военных или взять за жабры конкретных военных за перегибы. Это все было закладка, закладывалась с самого начала. Иначе бы на Залужного не завели дело, и на других генералов за даже разраду на 4-е сутки. Абсолютно осознанное политтехнологическое решение подставить военных на теме мобилизации, на теме начала войны, подготовки по ней и так далее. И погодите, если будет момент, если дальше Зеленский останется у власти, что когда он будет главным защитником народа от беспредела военных. Когда понадобится посадить их на попу, он будет топать ножками, он будет требовать разобраться с ТЦК, он будет делать процессы, наказывать, как это уже неоднократно делалось, когда нагрузка доходила до пика. Вот. Вся эта история чрезвычайно развращает армию. Создана пирамида, которая упирается в Главное управление персонала Генерального штаба. Знающие люди еще в 23-м году говорили, что цифра достигает $8 миллионов в сутки, которые вращаются там на темах мобилизации, откатов, как обелечивание бизнеса, чтобы не заходили туда ТСКшники, в эти гостиницы, рестораны и так далее. А теперь $8 миллионов в сутки. С тех пор, я думаю, что цифра 25 уже. Или около того в сутки. Можете посчитать, какая машина создана. Эта машина развращает военных. Причем развращают не только на низовом уровне, но и святая святых в самом Генеральном штабе, который должен быть неприкосновенен. Потому что Генеральный штаб – это мозг армии, один из ведущих государственных институтов. И если он должен быть... Можно испортить все в государстве, кроме Генерального штаба. Потому что это заведомо поражение страны. Но его развратили в первую очередь на этой теме. И огромная машина в сухопутных войсках, потому что ТЦК находится в ведениях сухопутных войск, а это 76% вооруженных сил, армия в армии, так или иначе принимает участие в развращении вооруженных сил и в развращении армии. Плюс не забывайте, проблема развращения – это же не только поймать гражданина, затянуть его в ТЦК, там обелетить бизнес, чтобы не заходили, не хватали. Или схватить, а потом обелечивать. Поэтому, а это еще вопросы, а в какой части служить? Кто в отпуск пойдет? А как не попасть на передовую? А как выплаты получить? А все эти блатные блогеры, которые в погонах якобы там и так далее, при этом на самом деле очень далеки от решения задач на передовой, скажем так, или на боевых специальностях и прочее, прочее. Возникает огромная система, та же самое общественное деление. Украина в ситуации 17 века находится в своем естественном положении, к сожалению, на сегодня, которая называется, дальше не развилась, паны, підпанки и кріпаки. Кріпаков обелечивают, підпанков обелечивают, и отдельных панов, которые сидят на бабках, но государственной власти не имеют, обелечивают люди в погонах. И депутат народный просто заявил, до чего это доходит. Нажрались, пошли обелечивать. Правильно и так далее. И на улицах идет война. На самом деле мне недавно прислали добрые люди обобщенные данные по количеству инцидентов с ТЦК. Чтобы вы понимали, каждый день вооруженные или насильственные действия ТЦК в отношении граждан и ответ граждан в отдельных случаях. То есть это превратилось в перманентную войну ТЦК с собственным народом. Поэтому что надо сделать Украине, когда война закончится? Ей нужно пройти всю цепочку до того, как это решение принималось. То есть упереться в Зеленского и Ермака. И расследование, которое не будет расследовать это решение Зеленского и Ермака в нарушении святая святых законов о мобилизации, законов про оборону страны. И потом, как она была выстроена полностью до рядового исполнителя, все эти ребятки должны сесть. Это как минимум сесть. А как бы ни пришлось сделать исключение в виде смертной казни, когда станут известны реальные факты, реальные объемы и так далее. Поэтому, если Украина... Вообще, вот что будет с ТЦК, начиная от Зеленского до последнего ТЦКшника, избивавшего гражданина, забиравшего отцов на глазах у ребенка, там, задувавших матерей, как в Одессе, баллончиком с годовалым ребенком затянули в автобус. Вот дальнейшее будущее украинского народа и реальные вопросы его чести и достоинства
реальные, не такие, которые Зеленский говорит, не про Донецкую область, а реальной чести и достоинства. Это способность провести реальную оценку, что произошло с историей ТЦК, и наказать виновных. И создать механизмы, которые не позволят это повторить. Потому что беспредельная война против собственного народа. У нас государство лишило граждан права защиты. Она создала группы криминалитета. Потому что часто это же не просто военные, это за бабки, потому что это огромные бабки вращаются, нанятые товарищи из силовых там, группировок, частных и так далее, которые и похищают и избивают граждан, то есть совершают тяжкие преступления под эгидой государства и во имя государства. Это значит, что государство объявило войну собственному народу. К вопросу о внутренней политике, на который я постоянно возвращаю. И вопрос чести народа и чести людей, у которых действительно государственное мышление, раз и навсегда разобраться с этим вопросом. У нас много вопросов. Подготовка к войне, разворовывание западной помощи, разворовывание украинской экономики, там, прочее. На вопрос достоинства, о котором все так любят говорить, вот эта революция достоинства, это способность разобраться с деятельностью ТЦК, начиная с того, как она была организована Зеленским и Ермаком, политическим решением, до последней гниды, которая позволила наложить лапы на гражданина Украины. Если Украина это сможет сделать, у этой страны есть будущее. Если не сможет, там нечего делать, сразу вам говорю. Сегодня это сделать будет невозможно. Разве что пока женщин не начали призывать, потому что есть надежда, что они им все-таки покажут. А вот после войны это уже вопрос не такой глубины чести и достоинства украинского народа, который касается самого права украинской нации на существование. Алексей Николаевич, я хочу... Я понимаю, что вопрос может звучать провокационно, и мы видим, что эта система действует во всех уголках страны. Но есть определенный географический фактор жести, так это точно. Как раз-таки вот этих русскоязычных регионы, да, которые там считаются где-то исторически, ну не то, что считаются, не исторически есть российскими, но вот тем не менее. Сейчас вот в России заговорили, а давайте там надо отрезать Украину от моря, ну вот такие вещи. Ну это по поводу Харькова мы обсуждали эти моменты такие, да, широкими мазками, а вот это все. Но так как кошмарят Одессу, по-моему, вот как-то мало кого кошмарят. Вот Одесса, обычный, говорится, одесский дворик. Понимаете? Это не пускает пока, я довольна, глянь, тут вообще Он таранит мусорку, он таранит машины. Номера, какие номера? Номера. Там же стрельба была. И в конце Еще. стреляет, понимаете? И в конце начинает стрелять. Видишь? То есть стреляет, да. Ну а то, как непосредственно ведет себя с людьми, вот эту женщину запшикали, забросили, оттянули, поехал этот бус, чуть ее не раздавил. Это, конечно, отдельная история. Заваруха еще та. То, как люди относятся к вот этим ТЦКшникам, это понятно, но они уже как-то пытаются сопротивляться. Это получается с трудом. Вот так вот падают женщины, вот так вот их, собственно, оттаскивают. Ну а вишенка вообще одесская на торте, вот этого, там, гнилом торте, простите, да, заплесневелом. Это же прям, это вот, я вот долго думал, да, ну, помните, вот был период, когда мы читали, ну, я не знаю, вы точно читали, я тоже считаю, что это какая-то такая диковинка, например, вот эти рассказы, то есть короткие рассказы о войне, литература. Ну, прям такие, новеллистика. Они очень короткие, там, немцы, там, фашисты, туда-сюда, в общем, зашли, ушли, отбили, партизанили, тут еще что-то. Вот это прям литературный, как бы, случай в Одессе. Штулянь заводят с баллонами, что вы делаете? Отпустите вы его, вас 10 человек в масках. Господи, что же вы творите, Господи? Еще и с баллонами кидается на людей, на детей. Что вы творите? Ага, все будет хорошо, все. Я тебя отпусти камень. Все будет хорошо. Мы не можем его забрать. Ужас, конечно. Ну, долго отсмотреть нельзя. Плач ребенка, эти, как бы, товарищи. Алексей Николаевич. Ну, каратели. Они же ведут себя как каратели. И проблема в том, что
Они не оставляют народу ничего, кроме... Они принуждают его к сопротивлению подобным методом, понимаете, да? В этом же трагедия. Они принуждают, народ же не хочет этим заниматься, но они не оставляют выхода людям. Вот каждый такой случай не оставляет другого выхода людям. На самом деле, это специфика украинской истории. В 1933 году же хлеб у украинцев отнимали украинцы и доносили украинцы. И во все времена были свои опричники, которые этим занимались. Вот сегодня мы видим их в лице ТЦК. Вопрос можно поставить исторически, метафизически. Украинский народ собирается с этим делать, с такими элементами или с такой вот особенностью национального менталитета что-то делать. Самая страшная трагедия, что это делается от имени государства и во имя государства. То есть государство, которое существует для того, чтобы защищать своих граждан, систематически насилует своих граждан. Мобилизация необходима, но ее можно проводить совершенно иными методами. Она заведомо в 1922 году была запущена Зеленским и Ермаком так и таким образом, чтобы закончиться войной со своим народом. И дискредитация армии, подставой армии. Алексей Николаевич, ну ребенок-то взял камень. Ну, я же говорю, ему не оставляют сопротивления. Нет, ну смотрите, это очень сильный Да, образ. не оставляют вариантов, да. Это очень сильный образ, потому что ребенок-то этот вырастет, понимаете, а у него он уже взял камень против вот этих карателей государства. Да, Нужно... это сильный образ. Ребенок подбирает булыжник для того, чтобы противостоять представителям собственного государства. И я, когда бунтовал на этом совещании, я ногами топал, кричал, поднимался и так далее. Ни в коем случае этого не делайте. Грудью ложился на амбразуру, я знал, что этим кончится. А это еще не все, будет хуже. Вот как вы представите женщин, которые будут затягивать в бусики, возможно, когда-нибудь? Как это будет выглядеть? Вот группа мужчин похищает женщину с улицы. Народ это будет терпеть? Я не знаю. Вполне может быть, что и будет. Они же вполне дойдут до того, что сейчас папу забрали, ребенок плачет. А может быть, что здесь женщина гуляет с ребенком, маму подхватили, а ребенок остался на улице. Такие случаи было, когда пап перехватывали, и пап ведущих детей из детского сада, и дети оставались на улице. А папочку повезли. Ну, они не оставляют людям другого шанса, других вариантов поведения, кроме как оказывать сопротивление всему этому. Не самой мобилизации, а методом, которым она проводится. Потому что это то, что они делают, это обыкновенный фашизм. Такой, знаете, фильм был такой, хорошее советское время. Это просто фашизм. Насилие над собственным народом, беспредельное, растаптывание человеческого достоинства. Государство не только не вмешивается, не пытается это прекратить, оно это поощряет. А потом нам рассказывают, что 99% таких роликов сгенерировано российским искусственным интеллектом. Не вы, это сгенерировано украинским естественным интеллектом, власть придержащих. Не всеми украинцами, а тех, кто сидит там наверху и чувствует себя панами. И если народ за это не расплатится сполна, когда все это кончится, не спросит, как это, железную цену за это все, ну... Очень интересный момент, в каком смысле интересный, что Украина... Ну, там многие отмечали, там, которые ездят возле границы, смотришь, такая граница, которая как бы защищает, ну вот если так, абстрагируя, если вот так посмотреть, защищает, получается, Европу от украинцев. Сегодня новость пришла, что Польша хочет построить современный электронный барьер за $120 миллионов на границе с Украиной, чтобы защищаться от незаконного пересечения. В частности, установят столбы с камерами, тепловизорами, в общем, оборудуют. Решение о строительстве было принято в связи с растущей угрозой, выявленной вооруженной агрессией России против Украины. А службы подчеркивают, что ситуация в восточной границе Польши остается динамичной, а действия преступных групп и рост числа диверсионных актов в стране требуют решительных превентивных мер. Барьер должен не только затруднить незаконное пересечение, но и повысить эффективность обнаружения. Ну, в общем, пишут в статье, да, вот это вот инциденты, чтобы предотвратить, угрожать безопасности. Слушайте, так от нас поляки уже, получается, отгораживаются. От нас отгораживается вся Европа, и весь мир будет отгораживаться. Смотрите, мы уже с вами это слышали, обсуждали, давайте повторим еще, благо есть повод.
Все спецслужбы стран Евросоюза предпринимают системные усилия для получения список всех мужчин, которые принимали участие в обороне Украины, служили в вооруженных силах. Они рассматриваются как потенциально нежелательные элементы в странах Евросоюза, опасные элементы, способные составить основу старых новых криминальных группировок, вооруженные передовым опытом вооруженной борьбы. Те же самые беспилотники и прочее, прочее. Чтобы вы понимали, в одной из стран Евросоюза недавно очень тихо арестовали группу из 24 украинцев, бывших военнослужащих сил обороны, с полным набором, там, от снайперских винтовок до этих FPV там, и так далее, и так далее. Правда, они пытались доить, и работала банда по украинцам, находящимся за рубежом, богатыми. Против европейцев не выступали, но, тем не менее, задерживали их там с вертолетами, с БТРами и так далее. Полноценная вооруженная операция была. Благо, что локализована, тихо, и не стали пока дискредитировать, заявлять об этом широко. Но это была история. И они это прекрасно понимают. Поэтому напоминаю всем желающим интегрироваться в Евросоюз и оптимистам, что мы вступим в ЕС, что решение опускать вас в страну ЕС или нет, или вообще в любую страну, принимает лично пограничник. Это индивидуальное решение офицера на границе. И нету возможности это решение оспорить. Он просто может отказать, ему лицо не понравилось. Так вот, эти списки будут все и сейчас уже вводятся в базы данных на границах. И пока еще нет, хотя таких случаев потихоньку, единично нарастают, но после войны вполне может сложиться ситуация, с вероятностью 90% сложится, что украинских мужчины, а тем более мужчины, служившие в армии, будут персоной нон-грата, им будут максимально стараться отказывать даже в простом заезде в Евросоюз, а не и в другие страны, Британия, США и так далее, а не просто там не давать каких-то там привилегий типа вид на жительство и все остальное и прочее, прочее. Сегодня сообщили о том, что нет никаких сроков, и Зеленский, конечно, хочет включить это в пункты плана вступления в ЕС, но представители ЕС в Украине говорят, не-не-не, это еще непонятно, будем работать, будем стремиться. А может так получиться, что Украину примут в Евросоюз, а ездить по Евросоюзу не разрешат? Нет, такого не будет, но потому что там единообразные законы, но Украину не примут в Евросоюз. Поэтому, смотрите, друзья мои, вот эти рассказки, что мы вот щит Европы, упираются в щит, который строят поляки на границе с Украиной. Чтобы вы понимали, решение о том, что украинцев, мужчин, служивших в армии, нельзя будет допускать в ЕС, или надо будет очень сильно фильтровать и ограничивать, принималось в 2022 году. Потому что умные люди, опираясь на исторические аналогии, прекрасно это понимали. Это не накопленное решение. Это решение изначально понятное. Изначально об этом говорили там советники по безопасности и так далее, и так далее. Что, увы и ах, надо к этому готовиться. Что вы будете персонами нон-грата, особенно те, кто служил. Не все, конечно, совсем это не удастся прекратить, иначе европейские суды, как бы, да, это все, это будет прецедент нехороший, но практика негласного саботирования пребывания украинских мужчин в Евросоюзе, служивших в армии, или там не допускать их будет, и не только в Евросоюзе, будет как бы очень широко распространена. А за особыми категориями, например, военнослужащие националистических батальонов, там и так далее, там соединения подразделений, там будет вообще все предельно жестко. Поэтому... это, увы, истина. И Польша не первая, не последняя страна, которая принимает соответствующие меры. Но наш физический барьер строит. А таможенно-визовый и там негласный барьер, уже система этих барьеров выстраивается вовсю в Евросоюзе. Полностью. Например, только в ЕС. Поэтому сказки, что вас примут в ЕС, не примут. Страну, в которой 1 200 000 повоевавших мужиков, в ЕС не примут в ближайшее время, пока Украина сама не справится с этим фактором и не сделает его безопасным. А как вы понимаете, до этого очень далеко. Если вообще решаемая задача. По поводу этих националистических товарищей, они просто жгут напалмом, просто что-то несусветное. Значит, вот разведка Азова, позывной «Барс». Всі, хто був в розшуку в ТЦК, і всі, хто во время війни був за кордоном, я вважаю, що як мінімум треба лишити права голосу. Бо це майже несправедливо по отношению к військовым, якщо у этих людей останется право голосу. Ну так вот. Несправедливо, если они будут иметь право голоса, вот эти, кто ухылянты, нехорошие люди. А Кухарчук, небезызвестный, из Азова,
говорит, слушайте, вот это вот все там, да пускай отказываются от гражданства вообще. Така, ми би виїхали, нас не пускають. Ну, отказываться Ну, от где люди мають, гражданства ті люди про це говорять. только Понимаете, давайте вы реально реализуем. Вот Верховная Рада собирается и принимает решение, что если ты не хочешь служить Украине, как бы, да, или не разделяешь ее политику, ты можешь отказаться от гражданства, и она тебя выпускает. Выпускает из страны, лишает гражданства, выпускает из страны. Так это же заветная мечта миллионов, 10 украинцев, наверное, да, но, украинских граждан, но увы, ее не осуществляют. Все это, понимаете, эти были смешные ребята, герои. Вот, надо понять 3 простых тезиса. Первое. Некоторым героям вместе со званием героя выдают звание героя, забирают мозги. Первый тезис. Второй. У некоторых изначально не было мозгов и никогда не будет. Третье. Они были бы теми, кем они являются, смешными маргиналами, если бы их не поддерживало государство в лице власти, которое создал Зеленский. Они имеют право голоса. Они не находятся под уголовным преследованием за подобные заявления. Как это было бы в нормальном обществе, только потому, что их поощряет государственная власть осуществлять насилие над правами, свободами и достоинством граждан под патриотическими лозунгами. А теперь смотрите, какая интересная штука. Я сторонник, чтобы они заявляли это больше и почаще. А еще я сторонник, чтобы они сделали это лозунгами во время избирательной кампании. Чтобы народу отпали последние сомнения. Участие народа, кем являются вот эти сторонники землянки УПА, и какие идеи и лозунги они навязывают собственному народу, и какую судьбу они ему приготовили. Потому что чем больше они это заявляют, и чем лучше это народ запомнит, тем быстрее с ними покончат как с явлением общественно-политическим. А с ними необходимо покончить с общественно-политическим явлением, потому что это злейшие враги будущего Украины. Государство с таким подходом существовать не может. Поэтому, заявляя такие подходы, они работают на разрушение этого государства, чтобы Украины не было. Поэтому их надо маргинализировать, изолировать и уничтожить как общественно-политическое явление. Физически пусть остаются, пишут мемуары, ходят вокруг в собственном дворе с факелами, да, и вскидывают руки в приветственном союзе от сердца к солнцу. Но как общественно-политическое явление их не должно было быть. И они делают все, когда они заявляют такие вещи, они делают все, чтобы выкопать себе могилку. И это очень хорошо. Это замечательная история. Пусть заявляют больше и чаще. Это на пользу. Ну, такая достаточно, как это, тяжелая терапия, если честно. Вот так бы я назвал. Но, смотрите, народ, который позволяет собой так обращаться ТЦК, ему нужно тяжелое лекарство. Ну, давайте так, чтобы разрядить немного обстановку, потому что дело такое. Вообще в министерствах происходит какой-то бардак. Ну, ей-богу, да? Значит, тут внезапно, оказывается, СБУ, внимание, задержала в Минкульте главу одного из отделов по обвинению в пропаганде рашизма. Представляете? Она в частных беседах с коллегами и знакомыми что-то не то говорила. Одобрительно цитировала публичное выступление Путина. Оправдывала российские обстрелы критической инфраструктуры, в том числе столичных объектов энергетики. Фейки распространяла о силах обороны, распространяла дезинформацию относительно оперативной ситуации на фронте. Теперь женщине грозит до 8 лет тюрьмы. Ну, еще одна новость Кабмина. Вот посмотрите, 2 разных новости. Да? Вот смотрите, да? Вот у нас женщина в Минкульте, такая тяжелая статья на 5-м году войны, ходила, оправдывала. А в другом министерстве иностранных дел пополнение. Почетный консул стала в Доминиканской республике, фотомодель. Она и с кокошниками фотографировалась, и с шахматами там в стиле ню. И говорит, я подавала свою на должность кандидатуру, я ничего не стесняюсь, правильно, я расту, я развиваюсь. По-моему, у нас какая-то деградация. То есть мы на 5-м году войны, ну, это же точно кто-то стуканул на эту женщину. Ну, просто, да, как бы пальцем указал, донос написал. А к ней пришли и сказали, ах, ты Путина оправдываешь, там, одобрительно высказываешься о том, что он говорит. То есть вот этих мы берем, убираем, а поднимает эта волна пену, ну, вообще бог весть кого. Очередная фотомодель в очередной прекрасной теплой стране на океане. Видимо, чья-то добрая подруга. А как совладать с такой системой управления, Алексей Николаевич? Значит, я фотомодель комментировать не буду, дай бог здоровья. Может, она замечательный человек, и как бы консул это же не посол.
Правильно. Консул – это обычно, кого консулом назначают? Представителя нашей страны, который и так там живет, и так имеет связи, и там в деловых кругах, и прочее, 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 и просто вызывается нести на себе дополнительную нагрузку. Как бы, да, консул это же, тем более почетный консул, это весьма неформальная должность. Это не посол и прочее, прочее. Так что дай им Бог здоровья, я в это не полезу. А что касается первого, застучали, я мечтаю лично построить Украину, в которой за взгляды не наказывают и за слова. Только за действия, доказанные действия. Поэтому здесь вопрос, мы в какую модель идем? Модель Евросоюза, где весьма жестко со словами. И садят за лайки, например. Либо мы идем в модель США, где свобода слова и наказывают только за действия. Я считаю, что залогом эффективного развития Украины является свобода слова, где наказывают только за действия. Более того, чем больше свободы слова, тем людям легче разбираться, с кем они имеют дело. Где свои, где чужие и так далее. Когда идет массовое подавление свободы слова, очень много народа мимикрирует, очень много овец, волков в овечьей шкуре и овец в волчьей шкуре образуются. А это плохо. Народ дезориентируется. И опять же, тогда возникает вопрос, мы по отношению к народу какую политику ведем? Мы хотим, чтобы он лучше ориентировался или чтобы он меньше ориентировался? Судя по тому, что происходит, мы хотим, чтобы он вообще ничего не понимал. Наглухо был отбит и добровольно садился в бусики. Вот это вот, когда их там пинками сопровождают, я против этой модели, мне не нравится эта модель. Я считаю, что все люди должны свободно высказывать свои взгляды публично. И им за это ничего не должно быть. А вот когда они на действия опускаются против государственности, представляют реальную опасность, им за это должно быть все. Очень жестко. Вот такое общество я хотел бы построить. Но Украина, к сожалению, строит прямо противоположное общество. Да, у нас где обязательная минута молчания, где ты что? У нас слишком многое люди, которые откровенно действуют антигосударственно, ничего за это им не бывает. А люди, которые просто высказали взгляды, ничего не предприняли, не наведя ни одного российского шахеда. Там, да, не перейдя на сторону врага во время, войны там, и прочее тоже попадает под измену Родине, они отказываются под санкциями, они оказываются репрессируемы на тяжелые сроки. Общее количество политзаключенных, так называемых, за взгляды посаженных людей до 50 тысяч человек, по некоторым данным. От 40 до 50 называют. Разные данные есть. Есть 36, но есть под 50. Назовем диапазон. Понимаете, все же эти ребятки, они нам что рассказывают? Они рассказывают, что вот придет страшная Россия, как начнет нас мобилизировать. Как с российским ТЦКшником не поспоришь. А чем отличается то, что мы сегодня наблюдали в Одессе, от ужасов, которые нам рассказывают? Тем, что под дых дают и у ребенка отнимают отца люди с украинским шевроном, это же хуже. Там, понятно, тебя мобилизовали оккупанты, всем все понятно. А здесь свои. Это всегда хуже. Свои ли? Вот возникает вопрос. Так, друзья. Формально свои, представляющие свое родное государство, да? Да, подведем итоги опроса. Нужна ли Украине сейчас женская мобилизация? 12% частично полускрыта, она неизбежна. 20% нужна, все должны быть равны. 22%. Женская бусификация все быстро закончит. Да. И побеждает вариант «нет, с дубу рухнули». Вообще это ничего не даст. Правда, такое ощущение, что с дубу рухнули, понимаете, вокруг этого вопроса. Переходим к вашим вопросам, уважаемые зрители. Спасибо большое, что их оставляете. Режим Блиц, все как всегда. Всем перед тем, как начать сессию ответов на вопросы, рекомендую воспользоваться QR-кодом и перейти на школу мышления и коммуникации Алексея Арестовича. Да, вот прям возьмите, перейдите, найдите себе интересный семинар, лекцию, и, как говорится, будет вам счастье. Поехали. Режим Блиц. Вот такие вопросы сегодня. Все, конечно, не зададим, но, тем не менее, спасибо большое за то, что их очень много. Благодетель пишет. Считаете ли вы, что запрет интернета – одна из крупнейших стратегических ошибок Путина, сопоставимая с недооценкой роли soft power, мягкой силы? Ведь вместо экспорта смысла Россия добровольно отказывается от главного поля 21 века. Это просчет или осознанный обмен будущего на краткосрочную стабильность? Я говорил в эфире у Юлии Латыниной, могу повторить, это хуже, чем преступление, это ошибка с точки зрения, если кто-то озабочен российскими национальными интересами. Мы не знаем, чем это продиктовано, нет ответа до сих пор. Некоторые говорят, что это попытка тех, кто получает государственные субсидии на российский интернет, стать монополистами, протолкнули решение. Кто-то говорит, что это победила при дворе просто партия тех, кто из России хочет сделать Северную Корею, но в любом случае, это он же не запретил интернет, он ограничил мессенджеры.
как бы, да, там и Телеграм, и прочее, прочее, но это колоссальное, это хуже, чем преступление, это ошибка. Если кто-то озабочен всерьез судьбой России, то это ошибка Мгм. колоссального масштаба. Она очень сильно укнется. Это да. Так, значит, очень много в сообществе YouTube вопросов. Поехали. Кристина. Good evening, леди и джентльмены. Мистер Алексей Александр. Вопрос к гостю, с которым, возможно, играли в одной песочнице, если биография в Википедии не выдуманная. Я вас, господин Арестович, слушаю с самого начала войны. Для меня советской гречанки, ужасной войны, это лирика. Сейчас суть. Вы когда-то продвигали идею триединой Руси, а потом перестали. А жаль. Почему? Скажите, пожалуйста, спасибо большое. Потому что ни одна из этих частей этой Руси не готова на данном этапе ни к какому триединству. Вот, поэтому я не как бы поставил на паузу эти разговоры до создания соответствующих обстоятельств внешне, когда снова можно будет об этом говорить. То есть сейчас нельзя? Можно, но это не актуально просто. Если актуальная тема, есть неактуальная тема. Если хотите поговорить, я вам отвечаю. Я за Единую Русь. Но вопрос этого единства, какой, когда и так далее. Вот, понимаете, вот зачем нам Русь, в которой запрещают интернет? Вы хотите в такую Русь? Нет, конечно. Никто не хочет, когда ему всё, что-то запрещают. Да. Поэтому, да, вопрос о триединости Руси на фоне массовых запретов, например, свободного доступа в сеть. Как главное условие благополучия в 21 веке. Вообще возможности развиваться. Возможности чувствовать себя человеком, обменом с другими людьми. Поэтому какое триединство, когда все три стороны тупят так, что просто страшно. Так, вопрос по QR-коду. Спасибо, друзья, что поддерживаете. Диалог Трампа с Ираном очень напоминает общение Украины и России. Противоположные требования и неприятие мнения оппонента. Россия требует Донбасс, Иран право на Ормуз. Какие из этого выводы вы делаете? Что переговоры – это ширма. Как с одной стороны ширма является, с другой стороны, частью функционала по достижению сторонами целей войны. Но главное, вот такие позиции на переговорах, которые занимаются, это попытка заработать баллы во внутренней политике для обеих сторон. Особенно для Ирана. Любая демонстрация непримиримости – это игра на внутреннюю аудиторию. Читала, Лена пишет, всякие новости, связанные с Украиной, вот навеяло. Иногда ВСУ напоминает мне армию сперматозоидов из анекдотов. Бегут по узкому проходу, расталкивая друг друга в надежде на победу. И вдруг первый добежавший кричит: «Господа, нас обманули, мы в заднице». Как вы думаете, анекдот этот в тему вот про сегодняшнее наступление ВСУ? Нет, я не могу принять подобную метафору в отношении армии, которая худо-бедно, криво, плохо, недостатков, которые мы с вами обсуждаем, но сражается за свою страну, обороняя ее от внешнего агрессора. И неважно, ВСУ это, либо там это армия Замбии была бы и так далее, или Бенина. Это армия, которая сражается и гибнет, защищая свою страну. Плохо ли, хорошо ли, подставили политики, не подставили и прочее, прочее. Ну, как можно они такие анекдоты рассказывать, скажите, пожалуйста. Ну, нехорошо. Это... Ну, люди головы кладут. Их туда запихивают, в эту армию еще. Безусловно, но это армия, которая защищает свою страну при огромном количестве недостатков. И все, что мы сказали сегодня про мобилизацию, и политиков, которые вообще устроили эту войну и ее продолжают. Рядовой и нерядовой военнослужащий, который честно сражается на фронте, это та же история, что с Пипой, понимаете? Да. Аналогично. Пипа, которая оплевала наших дедушек, прадедушек, то же самое этот анекдот оплевывает этих самых. Но ведь Красная Армия тоже была с отдельными недостатками, скажем так, правильно, и система мобилизации была соответствующая и так далее. Но мы же считаем, что они нас спасли. Нет, но был период, и там вообще был разброд и шатание. Ну, или, скажем так, защищали нас, по крайней мере. Насильственно призванные наши деды там, и так далее. Кто доброволец, кто насильственно. Так вот, то же самое сейчас в ВСУ. Хорошо или плохо, история выставит эту оценку. У нас есть свое мнение. Но это люди, которые воюют за свою страну. Пойманные, добровольцами пошли. Поэтому приемлю такую постановку вопроса, как в этом анекдоте, извините. Значит, вопрос Алексею. Еще одна Лена. Когда, по вашему мнению, цены на бензин прекратят расти? Есть ли у Европы какие-то договоренности с США на этот счет и чего ждать? Вы же видите, принимают меры. Иран, наоборот, увеличил его бомбы, а он увеличил экспорт. Там принимаются меры, потому что государства и политики
они и европейцы, и даже тот же самый Трамп не могут позволить себе радикального роста на цен, потому что это имеет накопленный эффект. Цены на нефть растут, цены на топливо растут, значит, растут цены на все, а это мало кого устраивает. Что-то они могут сделать, что-то нельзя, меры определенные предпринимают. С Россией даже сняли частично санкции для того, чтобы стабилизировать рынок нефти. Уже во многих местах цены опустились, даже в Украине. Поэтому, да, они будут пытаться удержать ситуацию. Тем более сейчас, простите, посевная, то все, 5-10, дизельное топливо. Поэтому что-то они будут делать. Насколько это будет успешно, посмотрим. Но я думаю, что уж к прежнему значению вряд ли удастся понизить на данном этапе. Добрый вечер, Алексей Александров. У меня такой вопрос. Почему, на ваш взгляд, Европа позволяет Зеленскому безнаказанно воровать? Почему они так ополчились на Орбана, несмотря на прямые угрозы и факты чудовищной коррупции? Какая от этого выгода? Он с ними делится? Или они так ненавидят Россию, что к ним подходит пословица «на зло бабушке уши отморожу»? Спасибо Он за решает для них ключевую задачу. Он пытается две ключевые задачи. Сбивает Трампа и противостоит Путину. Это две ключевые задачи для теперешнего Евросоюза. Поэтому по принципу сукин сын, он наш сукин сын. Вы погодите, через годик он будет нерукопожатным даже в ЕС. Мгм. Алексей в прошлом эфире озвучил мысль, что логике, тактике и стратегии все происходящее на поле боя никоим образом не поддается. Основная цель — мясорубка. Чем больше потерь с обеих сторон, тем лучше. Алексей, а что это значит? Это воплощение золотого миллиарда в действие? Настало время библейской жатвы? Нет, я такого не говорил. Я уже не знаю, какие мои слова вы так умудрились интерпретировать. Тут есть и логика, и тактика, и стратегия. Все на свете, уж какая есть. Во-вторых, война подобного масштаба – это очень невыгодное средство для того, чтобы уменьшить количество населения или проклятые элиты догнали стада железным посохом к пропасти. Для этого лучшим инструментом на сегодня являются эпидемии и пандемии, подобные ковиду. Вот они позволяют застраивать людей гораздо более эффективно. Поэтому и сокращать. Поэтому, если бы я был гадким рептилоидом, и мне понадобилось бы там людей поставить по стойке смирно и загнать в пропасть, то я бы пандемию использовал, а не, тем более опыт есть, а не войну. Что такое война? Тут посмотрите, как в Италии пенсионеры умирали. Вы поймете, что даже в моменты самых серьезных столкновений, там типа Бахмута на этой войне или Покровска, потери не могли сравниться с тем, что было во время ковида. Поэтому, Алексей Николаевич, Алексей, ваш тезка задает вопрос. Приоткройте тайну, если владеете информацией о гибели Киреева после переговоров в Беларуси. Его убили, потому что он хотел остановить эскалацию конфликта? С уважением. я не думаю, что один человек может остановить эскалацию конфликта, как бы ни старался. Поэтому я не знаю обстоятельств его гибели. Но один человек ничего не может сделать, понимаете, да? Поэтому надо искать. Найдите знакомого депутата, напишите запрос ДБР, оно же ведет расследование. Журналиста попросите, ДБР будет обязан ответить. Так отписку какую-то напишут, это ж мы Но, знаем. тем не менее, вы получите ответ какой-то. А потом, когда выяснится, что это не так, пойдете с этой отпиской и скажете, вот меня обманули на этом этапе. Так их когда... Ой, чтобы уже другие люди будут, они ж видите, как Тут же меняются. вопрос какой, что тут вопрос, насколько длинную политику вы хотите проводить, и чем вы руководствуетесь, люди, которые интересуются этой темой. У вас что-то пролонгированное или у вас что-то эмоциональное? Если пролонгировано, то иногда выяснение таких вещей занимает десятилетия. Но вы хотите кем быть? Человеком, который решил разобраться и довел до конца, пусть даже проиграл, или человеком, который слился и сказал, это мы нам не подвластны и все такое прочее. Мгм. Алексей, добрый вечер. Что бы вы посоветовали тем, кто считает себя марксистами, как поступать в политической жизни, чтобы их не считали за клоунов? Вы не говорите, что вы марксисты, вы говорите, смотрите, с точки зрения здравого смысла, вот так вот это выглядит. К тому же есть марксистские термины, положения, которые до сих пор не опровергнуты. Например, мое любимое, что главной производительной силой является человек. Поэтому и вкладываться нужно в человека. Вот такой, например. Если бы Маркса послушали в этом отношении, жизнь на Земле куда как была бы лучше, чем она есть. Так, привет из Киева, мне 26. В детстве часто ездили на турниры в Россию. Последний матч был в 2013 году против «Спартака», где мы их прожарили 4-0. При моей жизни мы еще сможем вернуть вайб 2013 года и дружеские связи с Россией, как вы думаете? Вполне возможно. Это зависит от сценария, по которому все это пойдет.
Можно и за 5 лет очень быстро вернуть, можно не вернуть за 100. 100 слишком много, за 50. Поэтому посмотрим. Мгм. Значит, вопрос гостю. Алексей Николаевич, вы неоднократно говорили, что России, США, Китаю, Индии надо объединиться против глобалистов, хотя в недавнем эфире с Латыниной сказали, что все Зеленский действует в интересах глобалистов. Может быть, Зеленский не глобалист, но он точно является орудием глобалистов, что подтверждает выпады в сторону Трампа. Почему такая могучая США не может выбить это оружие из рук глобалистов? Как вы думаете, Сарай? Потому что половина США это и половина американского истеблишмента, если не больше, это и есть эти глобалисты. И это не так просто сделать. Он же не в одиночку играет против Трампа, он с демократами играет против Трампа. Это сила вселенная. И так просто это не сделаешь, и существует определенное сопротивление. Трамп же не удельный князь, и не царь, который подчинил себе все, и все его слушают. Он протесты против Трампа по городам и весям. Угу. Так. Значит, чаты трансляции подключим. Пользователь. Значит, здравствуйте, Алексей. Когда Украину описываете, я вижу мою Россию. У нас хотят за VPN снижать скорость интернета и сделать сборы с тех, кто использует VPN. Прокомментируйте, пожалуйста, протесты у нас 29.03, ну то бишь вчера, которые захлебнулись и фактически ничего не произошло. Так не было же у вас протестов. Смотрите, в 91 году вы и мы побежали к демократии. Что мы можем констатировать спустя почти 40 лет? Что мы оказались абсолютно беззащитны перед демократами, которые нас возглавили. И в лучших своих практиках нынешние демократы исполняют такое, что Советский Союз себе не позволял по отношению к своим гражданам. По крайней мере, после 1953 года. Поэтому у нас, конечно, не расстреливают демонстрации, ни у вас, ни у нас, как в Новочеркасске. Но на то есть другая методика. Другие методики. И вот вам, пожалуйста, люди беззащитны перед... Главный вывод какой? Люди беззащитны перед государством, не называет ли оно себя деспотией или называет ли оно себя демократией. Они просто беззащитны. Мы не сумели выстроить реальных инструментов защиты граждан от собственного государства. Начиная с независимых судов. Начиная с настоящего местного самоуправления. Парадоксальным образом, у крестьян крепостных во времена Ивана Грозного права было больше, чем у современного россиянина или украинца. Поэтому это трагедия. Вопрос, что российский и украинский народ собирается сделать с этой трагедией в дальнейшем. От этого в очень большой степени будет зависеть их историческая судьба и вообще право на существование. Интересный такой вопрос тоже в продолжении темы, да, вот по поводу протестов, которых не было, которые там не смогли организовать. Алексей, а как у вас получается, будучи оппозиционным политиком, не топтать народ своей страны, в отличие от ваших визави с российской стороны, которые не отделяют народ от власти и смешивают всех с грязью? Ну, российские оппозиционеры, вернее, либералы, это вообще отдельная очень печальная история. Во-первых, я делал свои ошибки. Например, когда кричал, что я вас ненавижу, там всех, и вы дерьмо на сапогах. И хотя я кричал это только части народа, но тем не менее. Многие обиделись. Во-вторых, я просто понимаю расклад. Народ беззащитен. Народ в этой ситуации в заложниках у власть придержащих. Поэтому на народе лежит определенная доля ответственности, но это скорее историческая ответственность, нежели ответственность каждого персонального человека в каждый отдельный момент. Поэтому все виновны в происходящем, ответственны все, а виновны только те люди, у которых реально находятся ресурсы и рычаги управления сейчас. То есть, в первую очередь, высшее военно-политическое руководство страны, растоптавшее права людей, достоинство, конституцию и так далее, и так далее. И которые подвергли сомнению саму идею государственности. Потому что государственность, прежде всего, должна быть направлена для защиты народа. А где же она направлена? От внутреннего и внешнего врага. Если внутренний и внешний враг практически перестают различаться в отношении действий своих граждан. И там беспредел. Поэтому народ в заложниках в этой ситуации. Я не могу топтаться по народу. Я, как могу, его пытаюсь защитить, простите. Хотя бы на уровне борьбы слов. Угу.
Артем спрашивает, как вы думаете, мир, это с чата Алексея Арестовича, как вы думаете, мир движется к многополярности или к хаосу? У вас обалденный пиджак. К хаосу и многополярности. Спасибо большое. Хаос многополярности? Мгм. Ой. Алексей, возможен ли вариант, где Украина утопает в крови, все против всех, и какой результат тогда в конце? Ее ждет как страну и народ. Большой возможен вариант. Большие потери территории, установление жесткой власти или, скорее всего, раздел. То есть часть заберет Россия, часть будут введены войска Евросоюза, НАТО, США и так далее. Сопредельных стран, каких-то миротворцев и прочие силы будут устанавливаться порядок, потому что никто не позволит слишком большие издержки для внешних игроков. Толпы беженцев через границу и так далее, и так далее. Там неконтролируемое расползание вооружения, опять же атомные станции, активы. То есть просто придушат эти протесты рано или поздно. Внешние силы. Мгм. Алексей, что вас удержит от узурпации власти и отказа от демократии, несмотря на все лозунги и политические нарративы, типичные для всех оппозиционных политиков, особенно в СНГ-пространстве? Что отличает конкретно вас? Спрашивает пользователь. А мне скучно подавлять людей. Скучно? Да, скучно, просто элементарно скучно. Я как бы развивать, я их люблю. На то у меня и школа существует специально. Заметьте, у меня нет школы подавления, у меня есть школа мышления. Александр интересуется, когда Трамп закончит войну в Иране, он снова начнет принуждать Украину к миру? Он и даже продолжая войну в Иране не прекратит принуждать Украину в мире, к миру. Там сейчас очень жесткие решения принимаются в отношении нашего главного миротворца, симпатичного, которого мы обсуждали в начале передачи, желающего закончить войну так сильно, что посмотрим, может, в этом раунде у них что-то получится. Мгм. Американцы. Вопрос о русскоязычных ВСУшниках. Интересно, что будут делать защитники Украины, которые говорят по-русски потом? Да выживать, как и все люди. Смотрите, что нужно понять еще? Вот этих клоунов показывали сегодня, которые там рассказывали про лишение гражданства и все остальное. И они же типа любят позировать от имени ВСУ. Я могу сказать, что в ВСУ такое количество людей, которые считают их последними. Уберите детей от экранов. Мгм. Что не надо думать, что все ВСУ такое или все люди в форме такие. Это маргинез, который вообще не имел бы места и был бы пылью, там, грязью под ногами, если бы там, да, и шарахались бы по кустам, если бы их не решил поддержать Владимир Александрович, который, идя на выборы, обещал народу какую разницу, правильно? И так далее. Огромное количество от рядовых ВСУшников до там, полковников ВСУ относятся к этим всем подавителям свобод, прав и там, подавителям русского языка справедливо, я бы сказал. А справедливость заключается в том, что они их считают их клоунами, а во-вторых, дешевыми очень. А во-вторых, тем, что они хотят их немножко подавить в ответ. Просто пока молчат. Но молчат это не означает, что они одобряют или не собираются противодействовать. Поэтому мы еще посмотрим, как оно будет. Мгм. Так, понятно. Это я должен сказать, потому что мы в прямом эфире, поэтому извините, да. То есть полиция опубликовала свою версию конфликта между сотрудниками ТЦК и гражданскими в Одессе. В общем, нет, это не то. Тот, по-моему, конфликт. Короче, там кто кого-то ранил ножом, и сейчас и ТЦКшник, и, короче, в этом... Да. Такие случаи каждый день, чтобы вы понимали. Да, то есть... Далеко не все попадают на широкий экран. То есть имеется в виду, что вот смотрите, не было бы вот там ранения, там по-другому все было, конечно. Видите, люди сами... А мы можем сказать, не было бы ваших вот этих системных мероприятий, так и не было бы ранений. Да. Вы же понимаете, что народу тяжело кидаться на человека в форме с ножом, а там его нужно довести человека, чтобы он это делал. Насколько ситуация с зарплатами в армии и госслужбе плачевная или еще нормальная и есть куда падать, спрашивает вас ваш зритель. Падать по размерам или падать по выплатам? Если по размерам, есть куда падать, а если по выплатам, то, там же не я, а госчиновники, тоже Гельманцев говорит, что мы на пороге финансовой катастрофы, если не будет помощи от ЕС. Или вообще какого-либо помощи, вида помощи.
от Всемирного банка там это и прочее, прочее. Смотрим. Я думаю, выйдут из этой ситуации. Вопрос Алексею. После завершения войны как будут решать вопрос недостатка рабочей силы? Лично Алексей Арестович тихо приглашал бы русских и белорусов? Или это были бы рабочие из стран Средней Азии? Я бы роботов приглашал. Дорого, Алексей Николаевич. Почему? Ну, это сейчас дорого. Через годик будет дешево очень. Их же масштабируют и дешевят таким образом. Алексей, почему именно Украина стала таким лакомым кусочком, который должен сдерживать Россию? Ни Китай, ни Беларусь, ни Финляндия, ни страны Прибалтики, а именно Украина. Почему? Все сдерживают Россию так или иначе, самим фактом своего существования. Украина просто имела глупость подписаться на прямое вооруженное противостояние. Ну, как бы ура. Угу. Вопрос Арестовича. А что по выборам? Почему все заглохло? Потому что Зеленский не хочет выборов. Все же очень просто. Думаете, не будет? Все так и будет? Глушняк? Пока Зеленский в власти, его трудно поставить в обстоятельства, когда он согласится на выборы. Это не исключено, такая вероятность остается, но сопротивление выборам и к концу войны он будет оказывать до последнего. Ожесточенное сопротивление. Угу. Значит, так. Тут в вашем чате разбираются, кто тут взял ваше имя и пишет. Ну, знаем такие приемы, не первый раз, друзья. Как бы это дело такое. Знаете как, это же... У меня просьба к людям, которые берут мое имя. Возьмите мою карму. Карму этого имени возьмите немножко на себя, да. Ой, Алексей, почему Путин не показал еще новую ракету «Буревестник»? Не знаю. Ну, а кто знает, да. Значит, и давайте финальный вопрос о завершении войны. В течение 2 лет или раньше 2030-го закончится война, как думаете вы? Смотрите. И я добавлю от себя, воспользуюсь служебным, говорится, положением. Алексей Николаевич, видно, что эта вся ситуация дожимает. Украину дожимают. И Зеленский это со своими заявлениями, сейчас этими нервными, полунервными. Видно, что оказывается бешеное давление. Может, додавят его в ближайший месяц-два, и ко дню рождения Трампа будет какое-то соглашение. Может и додавят, не исключен такой вариант. Поэтому я сформулирую так. Если ничего не поменяется и не додавят, то война может быть аж до 27 года, и включая 27 год. Если додавят, то все может произойти очень быстро, внезапно, за 3 дня буквально. Поэтому мы не можем лишать людей надежды. Может кряк и мир. Понимаете, да? Поэтому готовиться надо разумом к долгой истории, 1,5-2 года еще, а надеяться нужно на то, что это однажды и быстро закончится. Быстро и конструктивно, внезапно, и, возможно, даже в короткие сроки. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, благодарю за то, что посмотрели этот эфир. Пожалуйста, не забудьте отметиться лайком и хорошим, добрым комментарием. Добра и света.